GTR 7. Новый мини-ПК от Belink. И это один из тех крутых ПК, на которых действительно можно поиграть. Это игровой ПК от Belink. Конечно, громко так говорю, но, по крайней мере, в Horizon я поиграл, в PUBG поиграл. Поиграл в GTA 5, поиграл в CSGO и в некоторые другие игры, но я сегодня вам это все покажу. Дело в том, что здесь стоит у нас процессор, это именно в этой версии у нас стоит Ryzen 7 7840HS и видеокарта Radeon Vega, знаете какая, 780M, вот такой вот, на RDNA 3. И все это, что самое интересное, здесь еще и 2,5 гигабитные порты, Wi-Fi до 1,9 гигабита, ну короче. Все это я вам сегодня показываю на канале Технозон с обзором вот именно вот этого мини-компа. Поехали! Начнем, конечно же, мои друзья, мы с сайта фирменного производителя и посмотрим, что они там нам наобещали. Потом посмотрим цену. Вообще, перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик. Мне будет невероятно приятно, а вы не пропустите очень полезные видео. И мы ведь стараемся конкретно вот для тебя, который сейчас тянется, наверное, мышкой и нажимает на кнопочку. Смотрите, 8 ядер, 16 потоков. Вот такие вот 4 цвета у нас есть. У меня оранжевая версия. Заказывал я его еще на предобзоре когда-то давно, и в отличие от других обзорщиков, те, которые, допустим, делали обзор, они их получили очень давно, я заказал и ждал свой предпродажный образец, я ждал, не предпродажный, я ждал свой конкретно ритейл образец, потому что, ну, штука очень дорогая на самом-то деле, и я его ждал достаточно долго. Многие знают, когда я его заказывал, те, кто смотрел конкретно, когда я выпустил первое видео про этот GTR 7. Смотрите, 8 ядер, 16 потоков, 32 гигабайта DDR5, и буду сразу говорить, который работает в 4-канальном режиме. 4-канальном это DDR5 5600. 1 терабайт SSD PCI-Express 4 Gen, M2 NVMe, 2,5 гигабитных LAN, дактилоскопический сканер за полсекунды, который разблокирует, и 2,4 гигабита Wi-Fi 6, ну Wi-Fi 6 простой, как бы до 2,4 гигабита. Смотрите, у нас сейчас здесь стоит, ну он до 5,1 ГГц максимально, подтверждаю, получали. 8 ядер, 16 потоков, 65 Вт. AMD Radeon 780M видеокарта. Смотрите, на RDNA 3, на AMD RDNA 3 12-ядерном GPU 2700 МГц. У нас очень такой интересный магнитный крепление питания, и есть возможность подключить, кстати, 3 монитора, до 3 мониторов. 2 плашки стоит у нас по 16 гигабайт DDR5, ну здесь у меня 32 гига, и можно, у нас стоит один SSD-шник от AZV, это тот же самый Belink, очень известный производитель OEM дисков, они сами для себя производят, то есть AZV это завод, который, это их бренд, это их конкретно прямой бренд, и можно использовать 2 M2 NVMe, стоит у меня там сейчас терабайтник, можно поставить еще один. По охлаждению, тут, конечно, вопрос такой очень интересный, многие обзорщики заявляются, что они как-то замеряли, в моем розничном варианте получить доступ к температуре я не могу. Здесь стоит чип материнской платы, вот этот вот K19.7, и AIDA Extreme меня ругается, она не видит его, поэтому доступа к температуре нет. Ни MSI Afterburner, ни Futurmark, никто температуру не видит. Но если верить обзорщикам, то это 75 градусов, а если видеть самому Belink, то максимально, что они там при самом пипец каком нагрузке, там 82 градуса было, но я, ну вот 82 они тут пишут, да, там при полном потреблении в 65 Вт. Хотя мы сейчас его обозрем, ну именно распакуем, я вам покажу его внутренности, покажу охлад, и охлад там действительно неплохо сделан. Смотрите, что они заявляются в играх. CSGO 120, я не подтверждаю, потому что CSGO 120-150-300. Серьезно вам говорю. PUBG 75-95 тоже не подтверждаю, 110, 120, 130. Это на средних настройках, не знаю, на максимальном может 75-92. Ну и все остальное в принципе соответствует действительности, вы посмотрите уже тесты там дальше. Я и в GTA 5 поиграю.
Что они тут еще пишут? Ну, здесь они размеры больше приводят. Очень маленький, очень компактный и прикольный. Что у нас по цене? Давайте я вам покажу. Сейчас у меня вот открыто. На текущий момент, на момент съемки этого видео $701. Я покупал за 750. Вообще актуальную цену вы можете узнать по ссылке, по актуальной ссылке в описании под видео на проверенного продавца, где я покупал. Смотрите, оранжевый есть, синий. Стоят они сейчас по $701. А версии на, ну это GTR 7 Pro, а версии на Ryzen 9, блин, Ryzen 9, он тогда был отрыв больше, а сейчас получается всего лишь $100. На $100 можно купить Ryzen 9 дороже, 7940. А я купил Ryzen 7 7840. Ну да ладно, я не думаю, что сильно много прогадал. Смотрите, по спецификациям давайте посмотрим. 1 терабайтничек. Ну да, все так. Кстати, Windows 11 прошка. И смотрите, сколько у нас положительных отзывов. Получается 4,9 рейтинг у этого продукта. Многие уже получали. Да, диск, кстати, работает, SSD-шник вот здесь показывает. Он так и работает, я это тоже подтверждаю, на такой вот максимальной скорости. И знаете, что еще хорошо? Вот диск, температуру я мониторил. Во время работы он не нагревается до каких-то критичных температур, поэтому все в порядке. Слушайте, ну давайте так, переходим, распаковываем, тесты, потестируем. Я даже вам покажу, что я на нем монтирую через Adobe Premiere, потому что аппаратная эта видеокарта очень даже неплохо с ним справляется. Ну и, конечно же, будем делать выводы. Переходим. Belink GTR, черное на черном. Поэтому мы его быстренько распакуем, потому что я не зря выбрал черный фон, потому что вы сейчас увидите кое-что интересное. Ну, я его уже, конечно же, вскрывал. Куда без этого, потому что не выдержал я эту новиночку не вскрыть. Смотрите. Па-бам! Вот почему я выбрал конкретно черный фон. Вот именно поэтому. Потому что этот Belink красив. Красив и приколен. Смотрите, сверху надпись GTR. Полностью GT7 полностью такая дырчатая коробка с диффузорами охлаждения, походу. Есть у нас вот кнопка, я так понимаю, возможно, она с датчиком отпечатка пальца. Ладно, посмотрим попозже. Снизу монолитный у нас крышка монолитная и надпись AMD Ryzen. Слушайте, ну смотрите, что у нас здесь есть. Диффузор охлаждения, 2 USB 2.0, 2 USB 3.1 по ходу, Type-C, HDMI DisplayPort, 2 LAN RJ45, еще один Type-C с вывод для звука. Здесь у нас коннектор под питание, вот такой вот симпатичненький, видели? Магнитный, кстати. Спереди, ну давайте вот так вот еще поставлю. Спереди у нас Type-C, именно USB 3.1 еще один, Type-C, разъем для звука еще один, ClearCMOS кнопка и кнопка включения-выключения. Я так понимаю, что он разбираемый. Сейчас посмотрим. У нас есть отверточка прикольненькая. Сейчас все увидим. Что у нас там за винты? Обыкновенные. Так, открыли, вернее отвинтили. Здесь есть хляст, который позволяет снять крышку. Ух ты, елки-палки. Видели охлад какой? Нифига себе. Слушайте, а верхняя крышка не снимается, не? Как его достать из этого монолита? Слушайте. Я в тихом шоке. Я в тихом ауте. Сейчас увидим. Есть. Оп. И мы на месте. О, так тут достаточно только вот эту штуку приподнять для того, чтобы увидеть. Смотрите. Стоит M2 NVMe 2280. Есть еще один разъем N2 NVMe 2280. M2 Wi-Fi 2230. Можно его по сути конфигурировать в том плане, что мы можем его менять. Смотрите, есть доп, ну когда у нас, видите, накладывается термопрокладочка на
SSD-шники. То есть SSD-шники у нас выводятся на радиатор. На вот этот, это не радиатор, это... Да это такое, это радиатор, прикиньте. Короче, вы знаете, достаточно неплохо сделано. Давайте посмотрим, что у нас с памятью. Память у нас малазийская. Две планки DDR5 по 16 гигабайт. Смотрите, вот вам производитель, пожалуйста. Ничего не скрываем. Пожалуйста, две планочки. Слушайте, прям вот когда брендовые комплектующие, еще DDR5 6600. Ну блин, вообще крутяк. Что у нас здесь? P3 Plus M2 2280 терабайтник PCI Express Gen 4. Опа. Вот такая вот мексиканская. Это AZV-шная память, кстати. AZV-шный SSD, чтобы вы понимали, завод, который производит белинки, это AZV китайский. И он делает очень много под OEM вот этих вот M2 NVMe. И я вам скажу, это очень даже неплохие SSD-шники, сколько я с ними имел дело. Слушайте, терабайтник на PCI Express 4. Еще и с таким охлаждением. Слушайте, ну очень интересно, я вам скажу так. Прямо очень. Будем его собирать, наверное. Зря откручивал тут кучу винтов. Будем собирать сейчас и посмотрим еще комплектацию, какая у нас там есть. И будем уже с вами его тестировать. Так, это закрепили. Слушайте, вообще отлично. Мне понравилось то, что я увидел внутри. Дальше к процессу не полезем. Это однозначно. А вот то, что это на DDR5, это прям вот радует. Кстати, зря вот эти штуки реально открутил. Все собрано. Меня немножко смущает крышка цельная, которая у нас есть. То есть откуда он берет забор воздуха. Но я примерно подозреваю, откуда он его берет. Он его берет с боковин. То есть это происходит, знаете, каким образом? Из боковин проходит сюда, и выброс идет из этой части назад. То есть вполне вероятно так и будет. Все, ребят, собираю. Сейчас посмотрим, что у нас еще есть в комплекте. Мне по внутряночке понравился данный мини-ПК. Достаточно интересный. Дальше посмотрим. Отодвигаем отверточку. Посмотрим, что еще в комплектике есть. Ах ты ж, блок питания наконец-то нормальный. Не, ну, знаете, как в ноутбуках сейчас по привычке кладут какие-то блоки питания огромные, там, как у ноутбуков. Здесь нормальный блок питания на 120 ватт. Само собой, на 120 ватт. С вот таким вот интересным коннектором. Смотрите, он просто берется и все. Он магнитный. А как его достать? Все, да, он магнитный. Все, вот таким вот образом он коннектится. Кстати, очень здравое решение на неодимовых магнитах. Такое интересное. Что у нас еще есть в комплекте? Есть крепление на заднюю часть для крепления за монитором. Есть HDMI 1, HDMI 2 и винты крепления вот этих самых креплений. Как-то так. Ну что, ребят, буду настраивать. Переходим, потом тестируем. Конечно же, начинаем мы с обзора BIOS, вернее, как, мы должны с вами убедиться, что здесь полноценный BIOS, а не так, как у некоторых дешевых мини-ПК, которые там прошиваются просто там без BIOS даже. Не, ну он есть где-то в теории, но вызвать его абсолютно невозможно. И, кстати, да, я сталкивался с таким дешевым, то есть я всегда проверяю BIOS. Мы видим, что здесь American Megatrends, само собой, все более-менее стандартно для AMI BIOS. У нас есть расширенные настройки, где мы можем делать кое-какие, в принципе, манипуляции с нашей системой. Терабайтный SSD-шник CT1000 P3P SSD 8. Также у нас мы можем конфигурировать южный мост USB и на северном мосту посмотреть информацию о сокетах памяти. Управлять загрузкой, короче, ничего у нас сверхъестественного нет, но очень радует, что здесь BIOS полноценный. Смотрите, как он быстро загружается. То есть мы сохранили сейчас BIOS, при сохранении BIOS обычно это все даже дольше. Сидим, ждем, и вот система уже у нас загрузилась. Все, отлично. Я сейчас выбираю параметры входа, я выбирал просто-напросто вводить пароль, но у нас есть дактилоскопический сканер. Я прикладываю пальчик, он распознает и разблокируется практически мгновенно. Немножко
немножко ждем, пока подключится Wi-Fi, и будем смотреть дальше. Смотрим сразу же AIDA 64 и посмотрим саму конфигурацию системы, то, что у нас есть, скажем так, внутри. Идем процессор через CPU ID посмотрим. Octa-Core, получается 8 ядер, 16 потоков, AMD Ryzen. Phoenix, а ну-ка, здесь нет техпроцесса у нас, да, они не расписывают техпроцесс, нет, 4 нанометра есть, кэш третьего уровня 16 мегабайт, второго 1 мегабайт, и здесь есть, видите, материнская плата, это у нас AZV GTR и 4-канальная память, не двухканальная, а 4-канальная память DDR5 5600, вот это да, и, кстати, прикол. 4-канальная память. Нормально должно сейчас тягать. Я вам, кстати, предлагаю сразу же ее в тестах проверить на чтение памяти или, допустим, то же самое копирование в памяти. И будет сразу понятно, что это за память и на какой скорости она работает, с какими сборками, в принципе, сравнимо. 67 669 мегабайт в секунду копирование. Сразу говорю, это очень-очень много. Сравнить ее можно. Она обгоняет сборки на Xeon E5, на Core i9 12900K с DDR5 400-800. Ну просто что здесь частота памяти выше, 4-канальная, то есть это очень-очень быстро. Очень быстро. Вы видите на экране, что она обгоняет Ryzen 9 5900X. Ну, там DDR4, правда. Чтение из памяти у нас порядка 61 тысячи, насколько я помню, когда я тестировал. Да, 61 877. И опять же обгоняет, ну, здесь у нас есть какие-то сборки на гигабайте X299 UD4, на чипсете X299. Там, конечно, Quad DDR 42667. Ожидаемо. Правда, проц там послабее, конечно, конкретно, но вот сборки есть Core i9 11900K на Z590, у меня, кстати, была такая материнка, и, честно говоря, она конкретно проигрывает. А по производительности процессора, то, которое нам выдает AIDA 64, то это можно сравнить с Core i9 12900K, вернее со сборками на Core i9 12900K. Это баллы просто-напросто. Тут есть у нас один интересный момент, объясню. Дело в том, что данный компьютер, он построен, ну вообще сама по себе эта платформа, она, кроме того, что она построена на Ryzen 7 7840HS, она построена, у нее чипсет системной платы AMD K19.7 FCH. И вот этот вот K19.7 практически пока еще ничем не поддерживается. На момент съемки данного видео я не могу провести тест стабильности системы, потому что он не может получить доступ к температуре. При этом доступ к температуре не может получить и FutureMark, и, допустим, тот же самый AIDA 64 также не может получить доступ MSI Afterburner, когда я тестирую. То есть, если кто-то уже его юзал и тестировал, напишите в комментах, как получить доступ к температуре, потому что ни один из известных мне способов, все драйвера установлены, сразу говорю, нету. И те обзоры, которые я смотрел, ребята выкладывали, там все выкладывают скриншот какого-то стресс-теста, который дала сама Belink. Ну, есть как есть. Однако максимальная температура заявленная 74 градуса, которые здесь были. Видеокарта у нас стоит AMD Radeon 780M Graphics. Это, ну, фактически мобильный вариант всего этого действия. И это одна из самых мощных у Radeon'ов встроенных видеокарт. Это GPU Phoenix 4-нанометровый, 4 гигами DDR5 памяти на PCI-Express Gen 4, PCI-Express X16 4.0. Смотрите, в чем фишка. Они пишут, что здесь нет поддержки OpenCL, однако OpenCL я использовал в Adobe Premiere для редактирования, для рендера, и спокойно там работает. Не знаю, почему они так написали, ну да ладно. Вроде заявлена поддержка Direct Computer, DirectML, OpenGL 4.6, Ray Tracing с трассировкой лучей и Vulkan. Рассчитывать на мега-супер какую-то производительность в играх я бы не стал, но поиграть мы на этом точно сможем. По результатам 3D Mark теста он набрал 3261 балл из топ. Не пинаемся здесь и не кидаемся комментами гневными. Это самое слабое здесь, это вот эта мобильная графика. 2899 баллов. Это я вам сразу скажу, играть действительно можно, но вот CPU score 11224 балла действительно очень и очень высокий. То есть сказать, что здесь каким-то моментом у нас плохо отработает это все, я не скажу. То есть, это хорошая оценка для мини-ПК, очень даже хорошая.
Смотрите, здесь у нас есть подробные оценки, но ничего существенного для нас интересного тоже нет. Я проводил различные PC-Mark тесты. Максимальный балл, который я получал, 7273 балла. Очень неплохой, как для мега классного, крутого рабочего компа. Объясню. Веб-браузинг 10225 баллов, это невероятно высоко. Мой Asus ROG ноутбук на Ryzen 9 6900HX набрал меньше. Набрал намного меньше. То есть я, честно говоря, был расстроен, при том, что там у меня стоит GeForce 3060 Ti карта, а здесь у нас 780M. При этом для редактирования таблиц и документов это невероятно мощная штука, плюс оценка редактирования фотографий, высокий коэффициент, 13 тысяч, невысокий балл, вы можете здесь работать с фотошопом. Оценка рендеринга, визуализации, вы можете работать с премьером тем же самым, и редактирование видео у нас среднее на ходу было 38 кадров в секунду. Этого достаточно для редактирования видео на ходу. Видите, у нас тут коррекция резкости OpenCL 253 кадра, это высокий показатель для такого процессора мобильного. То есть ни на одном ноутбуке без дискретной видики, без дискретной видеокарты я не смог этого оценить. Но есть и такой себе момент, это то, что у нас он тоже не увидел температуру этого процессора, к сожалению, хотя температуру видеокарты MSI Afterburner видит. Смотрите, максимальная частота, которую мы видели, давайте посмотрим, что они там нам пишут в сводной. Максимальная тактовая частота 5166 баллов, нифига себе, нифига себе, классно вообще. Короче, нормально он отработал. И для видео он действительно подходит. Вот именно для редактирования видео. Давайте оценим с вами сетевые возможности. Сразу говорю, здесь стоит модуль именно на этой версии Wi-Fi 6. Простого Wi-Fi 6 с канальной скоростью 2400 мегабит, то есть 2,4 гигабита, 802.11ax. Здесь не Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6. В Ryzen 9 не знаю, чего там в версии. Давайте стартуем. Это Wi-Fi 5 ГГц. Wi-Fi 5 ГГц нереально крутой. Максимальную цифру, которую я видел, это было до 1,8-1,9 гигабит. Сейчас 1,6 показывают. Ну, разная нагрузка скорости, разные показатели. Но это очень нереально высокий результат показателей Wi-Fi. Очень. Wi-Fi работает просто отлично. Так как мы делаем всегда серию тестов, то мы проведем еще один тест Wi-Fi 5 ГГц, и он, может быть, даже покажет больше. Он уже показывает больше, 1,8, да, вот он пошел, 1,8. Скорее всего, выше не поднимемся уже, 1,86. А ну-ка, подождите, аж самому интересно. 1,85. 1,85, ребята, одни из самых высоких показателей. Тестирую, сразу говорю, на роутере Xiaomi AX7000, один из самых крутых роутеров сейчас на рынке для максимального покрытия, максимальной скорости, если хотите, очень много устройств, 600 устройств держит, кстати. Так, переключаемся на 2,4 ГГц, стартуем. Ну, здесь я не ожидал ничего, никаких подвохов, 130-140 вот там в пике было. Шикарно. Для 2.4 старых роутеров, я считаю, это действительно очень старым стандартом. Wi-Fi 4, даже если это Wi-Fi 6, допустим, 2.4, он 126 мегабит, очень даже неплохо для 2.4 ГГц диапазона. Хорошо. Сейчас попробуем сетевые порты. Напомню, здесь два сетевых порта 2.5 гигабита. Очень немаловажный момент. Это прям мне нравится такой подход. Вставляем сетевой кабель. Есть. Ждем, когда поднимется сеть. Так, все подключилось. Ой-ой-ой, верните меня. Ethernet подключен. Сейчас посмотрим его свойства. 2,5 гигабита поднимается. И мы, конечно же, опять же, проводим тест. Здесь чистых 2,5 гигабит порты. Вообще идеально. У меня вопросов нет. Чистенько, красивенько, без просадочек. Прямо суперово, я бы сказал. Приятный мини-ПК. Вот честно, когда это тот случай, когда ты пользуешься и понимаешь, что твоя большая печка не такая мощная. Ты не чувствуешь разницу, что это небольшой ПК.
Ну, так как у меня уже открыт сейчас, смотрите, открыт браузер, мы в принципе можем с вами оценить возможности браузинга. Я здесь устанавливал. Открыто у меня 3 браузера. Я там и с драйверами мучился, и с кодеками. И плюс у меня открыт еще Edge. Там я смотрел кое-что, там, искал кое-какую информацию. Браузит он очень просто. Смотрите. При этом вы можете смотреть и YouTube, и стриминговые сервисы. Он поддерживает, ну вот смотрите, мой 4К ролик 60 FPS, который я делал, мы сейчас включим статистику, потом поклацаем разрешение, который я делал, он будет работать здесь идеально. Сейчас включим 4К, пожалуйста. 4К работает идеально, ни единого дропа, есть 3 дропа стартовых, ну браузер пока расширяется. И тут у меня вопросов действительно нет. Он работает и с 4К VP9.2, и с 8К роликами. Здесь очень и очень крутое аппаратное ускорение этого всего действия, поэтому... Ну, при этом я могу смотреть 4К ролик. Я могу одновременно тут, например, потестить сеть 2,5 гигабита, да. Смотрим, да, там вот он пошел гонять 2,2, 2,3, вот он пока там работает, а у нас все равно работает наш ролик. Пожалуйста, без вопросов. Он выдал ему там, было 2,5, да, он выдал там на него 100, там 200 мегабит. И, пожалуйста, все работает. Без вопросов. Браузинг, конечно же, допустим, просмотр каких-то стриминговых сервисов. Давайте мы включим стриминговые сервисы, например, какой-нибудь Netflix. Акцептирован, einloggen. И я могу смотреть одновременно и Netflix проигрывается, и, конечно же, одновременно могу смотреть какие-то ролики 4К на YouTube. То есть, вот, пожалуйста, фильм идет. Поэтому браузер можно смело закрывать и не морочить себе голову. Тут как бы все с этим отлично. А если посмотреть Crystal Disk Info, то мы видим опять же, что это PCI-Express Gen 4 на PCI-Express 4 SSD-шничек. Включал, ну число включений 23 раза, все тупо для тестов включал. NVMe Express 1.4, температура в простое 45 градусов. Стартуем тесты этого самого диска и будем иногда посматривать температуру, насколько она критична или нет. Ну, после каждого теста будем посматривать температуру работы на максимальной загрузке. А вот тут вот для меня ожидаемо был результат. 5187 мегабайт на секунду загрузка, 3656 запись, 5186, ну, грубо говоря, это прямая загрузка, чтение, запись прямая. И пиковая температура была, единоразовый подъем 64 градуса, буквально там на пару секунд. После этого она упала обратно до нормальных значений, до 60 градусов и ниже. То есть проблем с перегревом SSD диска в данном мини-ПК нет. Конечно, меня бы мои подписчики не простили, если бы я не проверил монтаж видео через данный мини-ПК. Но у меня есть, вот, например, один из видосов, который я буквально недавно выкладывал. И я могу сейчас включить его монтаж через Adobe Premiere и показать, как это работает. То, что мы там оценивали, что он подходит, это хорошо. Наглядно, когда это видно, это еще лучше. Вот, пожалуйста, все очень быстро открывается. Здесь, конечно же, совокупность, быстрая память, более-менее нормальный проц, нормальный видик для этих дел. И теперь смотрим. У меня то, о чем я говорил, настройки проекта. У меня аппаратное GPU ускорение Mercury Playback OpenCL, хотя в инфо не дает OpenCL, но при этом работает аппаратка. То есть я спокойно работаю на полном, на ходу редактирую. Он очень классно работает, смотрите. То есть просто-напросто. Переходы, смотрите, переходы. Все отрабатывает отлично. То есть я могу сейчас попробовать добавить пару эффектов. Сейчас включим ускоренные аппаратные, то есть здесь есть и аппаратно ускоренные через OpenCL. Попробуем сработать с каким-нибудь, ну это все аппаратка, там сферическое размытие VR. Сейчас мы приблизим. На ходу добавили. Мне главное, чтобы не было провисона. Оп, да не работает.
Сейчас попробуем еще добавить, знаете, как это все делается? Мы добавляем еще один канал. Чуть-чуть его уменьшим, то есть такую многокомпоновку сделаем. Добавим и еще добавим какой-нибудь переходик. Ну, те, кто монтирует, те понимают, что я делаю. Я сейчас просто-напросто пытаюсь загрузить. Ну, все же еще зависит и от быстродействия, кстати, вашего SSD-диска. А здесь SSD-диск очень-очень быстрый. Поэтому я думаю, что здесь вообще вопросов не будет. Одно через вытеснение у нас появится. Еще одно через вытеснение в шахматке. И просто-напросто на ходу это все дело проиграем. Так, появился я второй, ничего не тормозит. Появился я третий. О, на трехпоточке уже начало притормаживать. Вы должны это понимать, что на многопотоке, но тут еще один момент. Дело в том, что редактирую, у нас получается здесь даже раз, два, три, это 4 потока. На 4 потока по 50 Mbps битрейт этих исходников мы имеем какой-то момент. Но я редактирую с USB SSD диска. И рендерит он тоже поддерживает рендеринг на аппаратке. То есть мы можем с вами выбрать аппаратное ускорение, нажать экспорт, и он будет очень даже нормально с этим работать. Смотрите, он сейчас экспорт делает на USB и делает примерно 1 к 1, то есть на время ролика в исходном качестве. Это нормальный вариант работы. Ну что ж, по монтажу все более чем понятно. Вы знаете, начинаем с вами обзор игровых возможностей, потому что открыть Excel это можно, открыть Word можно, но это кощунство на столь мощном мини-компьютере. Мы с вами сейчас пойдем в настройки графики, обязательно, здесь Full HD, проверим отключение вертикальной синхронизации и пойдем посмотрим на стандартных, которые он нам предложил поставить настроечки. Стартуем. По наряду девочки, как вы поняли, шпилендосю иногда, да, в паб. Так, загрузилась. Мы-то сейчас на минималках на каких-то, но при этом это 95, 100, 110. Слушайте, 120. Нифига себе, как-то не ожидал. Как-то не ожидала. В графике это фулка. Сглаживание низкое, постобработка давайте ставим низкое, тени низкое, текстуры ставим высокое, эффекты низкая, растительность низкая, дальность видимости, вот это мне важно, мы ставим ультра и применяем это все. Это то, что у нас пойдет без перезагрузки. И в таком варианте у нас 130 FPS. Да подождите. 780. Я честно, я не ожидал вообще. Я хочу поставить еще в настройках поиграться. Так, текстуры пускай будут высокие, эффекты чуть-чуть средние, растительность средняя. То я думаю, что здесь на середняке можно спокойно все играть. Еще резкость чуть-чуть увеличим. Вертикальную синхронизацию, само собой, не будем мучить. И нажмем применить. Да, прям изменилось качество графики, прям было слышно, вернее, видно переключение 100 FPS. Я вообще, честно говоря, в шоке. Ладно, давайте дождемся высадки, а дальше уже там будем смотреть. Полетели. Средние настройки на вот таком вот общем плане 117 FPS. Загрузка памяти 20 гигов, да? В принципе, норм. Слушайте, нету доступа к температуре. Ни графического, ни центрального. Не знаю, откуда они их получали. Скорее всего, какими-то тулсами специальными. Возможно, AMD-шными. Ох, так, что у нас? 88 падение, 96-98% загрузка GPU. На максимуме его возможностей. А проц у нас 32%. Мне чисто интересно, чисто теоретически, можно ли сюда подкинуть внешнюю видеокарту? Вообще просто интересно. Давай, хватаем. Я, конечно, сейчас без звука играю, поэтому меня растерзают очень-очень быстро. Но при этом смотрим, минимум сотка. Минимум сотка на средних настройках. Вообще топ. Слушайте, очень комфортный гейминг будет на этой штуке. Так, давайте, что у нас там есть.
Нафиг мне так канистра вообще. Оу, прицел 6х. Что мы там, канистру нафиг выкинем, пока никого нету, звука нет. Утконос, дробовик. Короче, какая-то фигня у меня. Что мы там? Каску возьмем, да? Давай каску возьмем. Эх, жалко растерзают сейчас, честно говоря. Очень-очень жалко. Что-то у нас тактическая ложа. Еще один прицел. Ну, норм, нормас. Чуть прибарахлились. Ни хрена не вижу. Вернее, ни хрена не слышу, поэтому думаю, что проиграю очень быстро. Сотка, средняя сотка. Вообще огонь. Кто у нас там? Где у нас там? Без звука играть вообще... Звук есть, само собой, в компьютере. А мы с вами еще, знаете, что проверим? Мы сейчас играем, мы же еще с вами мультимедиа проверим, насколько на нем можно смотреть с наружных, с внешних источников какие-то фильмы. Ну, например, 4К. Ну, не фильмы обязательно, там, а я имею в виду какие-то огромные файлы высокобитрейтные. Что... Но я даже не слышал. То есть, ну, все равно сотка. Сотка есть, и даже вот без звука играть в это невозможно, к сожалению. Очень плохо. CSGO. Здесь я тоже не предвижу никаких моментов. Консоль разработчика нам нужна. И здесь у нас все на высоком будет. Как бы я не собираюсь менять автоматическую какую-то настройку, которая у нас была. Ну, не автоматическую, по умолчанию настройку. Посмотрим, что у нас из этого получится. Кстати, надо ж ввести нам... Ой, это CL. Сейчас. Ой, да, тут вообще на этом можно играть очень даже запросто. Вы видели, какой там у нас, сколько FPS? 100, 200, там вообще непонятно. То есть достаточно мощная видеокарта для 130 на текущий момент. Ну, давайте какую-то фигню возьмем, любую. О, мой любимый, там какая-то хрень. Не знаю, что мы там еще возьмем? Снаряжение. А у нас и денег-то нету. Все, хватит нам. Вот за этой фигней пойдем быстренько сольемся. Под 300 FPS там в пике. Не, 100, 150, 200 FPS. И без звука, само собой, опять же, играть, вы поняли, да? Но при этом мы с вами имеем какой-то момент нормальной игры. То есть играть на этом мини-компе можно. Вообще без вопросов. Курица, иди нафиг. Вообще без вопросов, но мы должны понимать, что на каких-то экстра играх, я вам сейчас покажу, как здесь работает Horizon, он будет играть там, ну, 40 FPS в среднем. Где хоть кто-то. 40 FPS, и тут уже ничего с этим не поделаешь. Слабовата видеокарта для таких АА-игр типа Horizon, типа Киберпанка или RDR 2. Где там, кто там? Оба, она... Кого-то чуть не прибил, жалко. Ну давай. А тут всех, что ли? Ну все, да, с добрым утром помидоры. Нормально зашло. Horizon Zero Dawn. Кто играл? Я полностью проходил. Крутая игра. Я, правда, ее проходил на плойке, на 5-й, а потом на компе ее себе купил. Так, есть. 43 FPS в закрытой локации. На открытой локации, я вам честно скажу, пробовал, у нас до 30 FPS запросто прогоняет. Ну, вернее, не до 30, а свыше 30, 35-40. И это, в принципе, играбельно. С учетом того, что это игра именно в стори-моде. Не нужно тут никаких-то там сумасшедших моментов, я имею в виду, выцеливаний, какого-то соревновательного момента. Просто проходить ее, этого вполне будет достаточно. То есть в Horizon поиграть можно. Войдите в пещеру. Ну давай войдем сейчас. Мы войдем тихонечко. О, в закрытой локации вообще до 52 поднялось. И все равно видик на максимуме работает. Опа! Красивая игра, очень вообще невероятно. Не знаю, кто не играл, тут многое потерял. То есть там вообще роботов этих мочить, это очень-очень круто. Опа, включилась. Чтобы переключить визор, включите ВМ. Да, играть можно очень даже неплохо. Так, сейчас мы это попробуем открыть. Во, вот сейчас мы выйдем с вами на открытую локацию. И мы посмотрим именно там. Как обстоят дела у нас с FPS. Во, смотрите.
Сейчас это 47. Слушайте, вообще играбельно. Вообще очень круто играбельно. Мне прям нравится. Класс. Да, ну давайте с вами выходить дальше. Слушайте, 43 FPS. Я как бы не ожидал. Я на мини-ПК первый раз вообще вижу. А это, чтобы вы понимали, у нас настройки графики. Давайте посмотрим. Видеонастройки. Ну, само собой, у нас отключена вертикальная синхронизация. Она тут не нужна. И это низкие настройки. То есть, если мы поставим хотя бы, ну, допустим, какой-то красочный вариант, ну, исходное, да, там качество. Давайте применим и посмотрим, что у нас получится. То это будет вау, графончик, вы видели какой? 36 FPS. И все равно в это можно играть 37, 38, все, что выше 30, то есть для глаз это будет абсолютно нормально. Вообще идеально. То есть вы видите, как сейчас играет? И при этом это очень неплохое среднее качество графики. То есть мне очень нравится. Как бы вопросов нет. На средне-низких можно поиграть, но на среднем можно поиграть очень хорошо. Давайте выйдем с вами, попробуем. У нас еще пару моментов тестовых есть. Конечно же, это GTA 5. Так, ну что, посмотрим, что у нас получится. Блин, это надпись, она, конечно. Сейчас у нас 60-70 FPS. Я вам расскажу, на каких настройках. Все-таки здесь 4 гига видео, графики. Ну, графики, смотрите, на DirectX 11 Full HD, сглаживание FX. Ну, короче, подождите, сейчас вернемся. Вертикальная синхронизация выключена, и видео у нас... И доп. настройках изображения у нас, видите, длинные тени выключены. Тени вообще выключены. Подгрузка более детализованных текстур во время полета выключена, сразу говорю. И у нас сейчас занято 2357 мегабайт из 4. В процессе игры я когда тестировал, там первые локации, само собой, у меня было до 3,5 гигов занимала памяти. То есть памяти маловато, поэтому рассчитывать на более высокую производительность здесь не приходится. То есть это максимальная производительность, которая есть для GTA 5. То есть это там 70-60 FPS, и это тоже очень-очень хороший показатель. 76 на текущий момент. Это лучше, чем большинство каких-то там дешевых видеокарт, которые сейчас продаются. Ой-ой-ой, занесло меня. Вот 69-73. Ребят, какой еще надо, вот допустим, комп мини-ПК в сборе, такой, чтобы его можно было легко перевозить, на нем можно было хорошо работать, достаточно мощный, на DDR5 в 4-канальном режиме память у нас. Ну, давай. Ой-ой-ой. 69-77 FPS. Да идите вы все в неправильное направление. 72-74. Можно спокойно выходить. Хочу еще, конечно, посмотреть, как воспроизводят какие-то тестовые громадные ролики. Давайте закрываем это все дело. У меня только приятные какие-то ощущения от него. У меня подключен еще один SSD-шник. Сейчас мы пойдем в тесты. И у меня есть очень высокобитрейтные классные такие ролики, которые мы с вами проверяем. Тут здесь я вообще проблем не вижу. То есть мы спокойно можем воспроизводить. Смотрите, как красиво. А? Красиво, просто жесть. Бомба. Просто бомба. Ну, более динамичный ролик у нас есть. Sony. Ну, давай. Соневский ролик. Топчик. Ребят, просто топчик. Все, я выхожу, резюмирую. Я просто немножко приподвис от такого интересного решения. Слушайте, очень классная тема. Очень классно, мне очень понравилось. Для людей, которые, допустим, ну, не играют часто, но предпочитают работать, это хорошая рабочая лошадка, это хорошая игровая лошадка для непривередливого пользователя, мне очень понравилось. Даже за эту цену вы сейчас не соберете нормальную печку за $700. Вы просто не соберете. Видеокарта там минимальная какая-нибудь стоит каких-то бешеных, конченых денег. А здесь уже все в одном, с RDNA 3 архитектура видеоядра, которая вполне спокойно вывозит очень серьезные игры. Я его конкретно очень сильно рекомендую, но с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.